конце 2004 года компания Samsung выпустила бюджетный телефон-моноблок среднего класса, дизайн которого был основан на классических моделях бренда. Samsung C200 в это время стал одним из самых доступных телефонов с поддержкой GPRS и Java приложений. Стоимость этого телефона в России на момент запуска составляла чуть менее 4000 рублей. Он выпускался в синем, сером, серебристом и красном цветах. Во всех случаях панель вокруг экрана остается серебристой. Существует и другая версия телефона с индексом C200N, которая лишь слегка отличается от C200 внешним видом. Устройство имеет телефонную книгу на 1000 номеров, 40-голосную полифонию, возможность отправки MMS-сообщений, поддержку Java, GPRS 10 класса, диктофон и около 2 МБ встроенной памяти, жестко распределенных между различными типами файлов. Высота телефона 10,5 см, ширина около 4,5 вес 69 грамм, толщина устройства чуть менее 2 см. Дисплей выполнен по технологии UFB и поддерживает до 65 тысяч цветов. Его разрешение 128 на 128 точек. Заявленное время работы от встроенного в заднюю крышку аккумулятора на 800 мАч около 4 суток в режиме ожидания и 2,5 часов в режиме разговора. Разъем для зарядки располагается снизу. На левом торце кнопки регулировки громкости и 2,5 мм разъем для наушников. Сверху отверстие для ремешка. Зачастую пользователи устанавливали на устройство прошивку от C200N, которая устраняла некоторые ошибки оригинальной прошивки, вроде неправильного отображения имен контактов во время вызова. В остальном они идентичны. Клавиатура телефона имеет подсветку синего цвета. Несмотря на небольшой размер всех клавиш, неудобство вызывает лишь навигационное, из-за того, что кнопки направлений слишком утоплены по отношению к центральной. Быстрые действия, установленные на эти клавиши, можно перенастроить. Подсветка дисплея не слишком яркая, а его цветовая палитра недостаточно насыщенная. Но для телефона такого класса он вполне качественный. Этот дисплей выполнен по собственной технологии компании Samsung – UFB. По сравнению с TFT, такие дисплеи были более энергоэффективны, дешевле в производстве, но проигрывали в контрастности. В качестве обоев для главного экрана доступно 10 анимированных изображений, среди которых есть 2 типа часов и календарь. Также может быть установлена любая скачанная или полученная по ММС картинка. Наименование оператора связи, часы и дата легко отключаются, а цвет шрифта этого текста регулируется. Главное меню может быть представлено в виде отдельных страниц с большими иконками или в виде списка. Телефонной книги нет среди пунктов меню. Она традиционно открывается при нажатии правой софт-клавиши на главном экране. Для создания нового контакта сперва нужно выбрать тип записи. Это может быть номер мобильного, рабочего или домашнего телефона, а также адрес электронной почты. Затем остается выбрать тип памяти, ввести имя, номер телефона или email. Также можно выбрать существующий контакт и дополнить его 2 номерами и адресом электронной почты. Сохраненный контакт можно добавить в группу, на которую распространяются единые звуки вызовов и SMS, и отображаемая иконка во время вызова. Имеется возможность быстрого набора избранных номеров при длительном нажатии соответствующей цифровой клавиши. Для ввода текстовых сообщений наряду с побуквенным доступен режим T9. К SMS-сообщению можно прикрепить контакты с телефонной книги, интернет-закладку, шаблон сообщения, монохромную картинку или анимацию, которых в телефоне изначально довольно много, одноголосную мелодию и стандартный звук или смайлик. Всего имеется 14 смайлов, хотя в телефонах других брендов их обычно 15. Здесь отсутствует смайлик «Дьявол». Всего в памяти может храниться до 200 сообщений. Для отправки ММС сперва необходимо указать тему, после чего перейти к основному экрану. Добавленные изображения обычно занимают большую часть экрана, отчего на странице появляется прокрутка. На хранение любых ММС-сообщений в телефоне выделено 700 килобайт. В то же время для мультимедийных файлов, скачанных из интернета, имеется только 600 килобайт. Телефон поддерживает аудио в формате MMF, которые могут содержать в себе мелодию вибросигнала.
И хотя такие мелодии были широко представлены в интернете, все встроенные композиции, кроме одной, данных о вибрации не имеют. Всего предустановлено 25 мелодий звонка и 10 сигналов сообщений. Есть дополнительный вариант мелодии включения и выключения телефона. И 7 вариантов звуков нажатия клавиш, 3 из которых проговаривают голосом каждую нажатую цифровую кнопку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Органайзер содержит несколько функций, полезных в повседневной жизни. Будильник может быть однократным, ежедневным или утренним. В последнем случае он прозвонит только по рабочим дням, с понедельника по пятницу или по субботу. Для каждого режима может быть установлен отдельный звук сигнала. Возможно разрешить или запретить срабатывание будильника при выключенном телефоне. В календарь может быть добавлено до 30 событий. Один день может содержать несколько из них. Для каждого события предлагается включить напоминание и назначить время сигнала. Раздел «Время и дата», помимо их настройки, содержит функцию «Мировое время», оформленную в виде карты мира. Калькулятор, помимо простейших математических операций, поддерживает выполнение действий в скобках. Звездочкой и решеткой осуществляется перемещение курсора. Встроенный планировщик прост и удобен в работе. Каждая задача может иметь свой приоритет и срок ее выполнения, который отображается при нажатии на выбранную задачу. Под голосовыми напоминаниями здесь подразумевается диктофон. Он крайне тихий. Всего можно создать до 5 записей продолжительностью до 30 секунд и общим объемом до 100 килобайт. Причем объем каждого файла в любом случае составляет 20 килобайт, вне зависимости от длительности записи. Конвертер валют тоже очень прост в работе. Сперва необходимо указать курс валюты, а затем и сумму для преобразования. Впрочем, для расчета цены в местной валюте на калькуляторе потребуется такое же количество нажатий. В разделе «ВАП и игры» располагается веб-браузер версии 1.2, все скачанные мультимедийные файлы и игры, среди которых 4 предустановленных. Bubble Smile – это головоломка, в которой требуется собрать ряд из 3 или более пузырей одного цвета, поворачивая 3 соседствующих пузыря. Есть 2 режима – на время и с ограниченным количеством ходов. За наиболее продолжительные комбинации время и ходы восстанавливаются. Fun to Link – это логическая игра, в которой необходимо поставлять нефть из одной точки в другую, построив между ними нефтепровод из предлагаемых типов труб за отведенное время. Длина нефтепровода строго регламентирована, и она не может быть короче указанного значения. Допускается замена одной трубы на другую. Если нефтепровод готов раньше времени, то можно сократить ожидание поступления нефти, ускорив течение времени. Тогда, если все сделано правильно, после транспортировки нефти, похоже здесь скорее на обычную воду, откроется следующий уровень. Ultimate Golf Challenge – это симулятор игры в гольф. Сперва предлагается выбрать количество лунок, которые нужно будет пройти. Перед каждой из них указывается расстояние и количество ударов, за которые ее следует завершить. Оказавшись на площадке, необходимо учитывать направление и силу ветра, чтобы правильно провести мяч. На следующем экране требуется совершить удар по мячу, выбрав силу удара на шкале и остановив ее как можно ближе к начальной отметке, чтобы мяч не отклонился от указанного направления. По итогу всей серии необходимо набрать отрицательный счет. Чем меньше, тем лучше. Также можно сыграть в мобильные шахматы, как против компьютера, так и против друга на одном устройстве. Компьютер имеет 3 уровня сложности. Ходы можно отменять неограниченное количество раз. На сторонние Java игры в этом телефоне выделено всего 512 килобайт памяти. Таким образом, получается, что большая часть пространства отведена под MMS-сообщение, и его невозможно перераспределить, что, конечно, не нравилось пользователям. Встроенный в заднюю крышку аккумулятор тоже не является лучшим решением, так как в случае его износа найти крышку под цвет корпуса становится проблемой. К тому же C200 обладал исключительно базовыми возможностями и имел некоторые недостатки, связанные со скоростью работы. И хотя почти все телефоны в этой ценовой категории также не имели камер, беспроводных средств передачи данных и большого количества памяти,
В продаже уже давно был гораздо более функциональный Siemens C65 с разницей в стоимости, не превышающей и 500 рублей. Так или иначе, на тот момент многие пользователи еще не были избалованы цветными дисплеями, полифоническими мелодиями и наличием мобильного интернета. А этими качествами Samsung C200 вполне мог удивить покупателя.